Всем привет. Честно говоря, я записываю это видео уже второй раз. К сожалению, не записался у меня микрофон. Отмечу тот факт, что если вы хотите смотреть видео на английской озвучке, то идите чекайте закрепленный комментарий под видео, там будет ссылка. Давайте сразу же без прелюдий используем автоатаки. Всего у нами их 5 штук. Что стоит сказать? Первая автоатака сразу же роняет противника на землю. Та же ситуация со второй автоатакой. На третьей автоатаке нами создает грозовые облака, которые находятся на арене определенное количество времени. Можно создать до 10 облаков до того момента, как они начнут пропадать. На третьей автоатаке мы создаем 2 облака. На четвертой автоатаке создается еще одно дополнительное облако. Как я понимаю, никаких ограничений на грозовые облака нету. Сколько вы успеете их расположить на арене, столько их и будет. Соответственно, пятая автоатака, она разрушает все эти грозовые облака. Пятая автоатака является достаточно сильной по урону. Обратите внимание, сколько урона за раз вы наносите. Первую автоатаку можно зажать, и нами тогда создаст вот такие вот грозовые облака, которые можно также триггернуть с помощью этого скилла, как и все любые грозовые облака. Но есть нюанс, они бьют точечно. АОЕ скиллом это не назвать. Большое грозовое облако, которое создается при зажатии автоатаки, задевает больших противников, но при этом не задевает достаточно низких персонажей. Не знаю, было ли так задумано, или же это какая-то проблема техническая. Но обратите внимание, если попытаетесь использовать это на достаточно низком персонаже, то вы его просто не зацепите. Перейдем к обсуждению первого скилла. Первый скилл выглядит вот так. Его можно повторно нажать. Нами вызывает Зевса, который разбивает противника с ног. И как вы можете обратить внимание, достаточно долго противник уходит на восстановление, соответственно, можно позволить себе даже добежать через всю арену практически, чтобы продолжить комбо. Во время использования скилла вы никак не можете контролировать направление Зевса, но при этом можете использовать трюк, чтобы уворачиваться непосредственно самой Нами. Таким образом, вы можете позволить себе не только контратаковать противника, но еще и уйти в сторону. Как вы могли заметить, когда вы используете первый скилл, у вас появляется возможность войти в тело Зевса. Вот таким образом выглядят его автоатаки. Они друг от друга никак не отличаются. Соответственно, дэши и ХП распространяется и на Зевса, и на Нами. Как вы можете видеть, у Зевса есть один скилл, все остальные скиллы заблокированы. Первый скилл выглядит вот так, ничего особенного, это буквально тот же самый первый скилл, который использует Нами. После того, как вы используете первый скилл, неважно, попали ли вы в противника или нет, данный скилл позволяет вам выйти из тела Зевса, но при этом он телепортируется через всю арену и наносит вот такой вот масштабный АОЕ урон, который является достаточно хорошим лаунчером. Соответственно, что стоит сказать? Если противник вас в теле Зевса поймает, то Нами на непродолжительное время получает стан, поэтому будьте осторожны, когда используете Зевса, старайтесь использовать его достаточно далеко от тела самой Нами. Второй скилл выглядит следующим образом, это грозовое облако. Всего их можно оставлять одновременно на арене до 4 штук, после чего вам все-таки будет необходимо либо дождаться, пока они через примерно 25 секунд пропадут, либо же триггернуть их с помощью этого скилла. Как вы можете видеть, они сразу же полностью восстанавливаются, и вы можете заново их ставить. Вы можете оставлять грозовые тучи рядом с собой, но для этого необходимо зажимать сам скилл и двигать стик в любую сторону. То есть, если вы просто зажмете скилл, то ничего не изменится. Что стоит сказать касательно самого триггера грозовых туч? Тучи подобного типа атакуют в сторону Нами. Противник должен быть всегда на линии между Нами и грозовой тучей. Это надо иметь в виду, это достаточно большой минус, как я считаю. Я хотел бы все-таки, чтобы у Нами была возможность направлять удары непосредственно в самого противника. Соответственно, когда вы триггерите именно вот эти облака, они просто взрываются. Они не кидают никаких молний, то есть вот если противник будет рядом с ними находиться, они просто взорвут его и оглушат. Сам по себе скилл, который триггерит грозовые тучи, никак на противника повлиять не может, только если вы заранее не встанете спиной к противнику. Правда, я не знаю, где вам это может понадобиться. Вот так выглядит ее специальный скилл. Визуально он мне очень сильно нравится. Давайте посмотрим на активные скиллы. Как вы можете видеть, активный скилл в данный момент заблокирован. Надо сначала вызвать Зевса. Это ровно тот же самый скилл, когда Зевс покидает свое тело. Второй активный скилл выглядит следующим образом, и он имеет достаточно большую дальность. И наносит при этом достаточно много урона. Восстановление составляет всего 20 секунд. В принципе, хороший лаунчер для того, чтобы начать комбо. Единственное, что обратите внимание, достаточно долго Нами стоит на одном месте. Активация скилла не самая быстрая, то есть поймать ее на этом можно. Давайте сейчас вернемся к грозовым тучам. Вы оставляете грозовые тучи, которые может есть Зевс.
Для полного заряда Зевса требуется 3 грозовые тучи, после чего он превращается в черную грозовую тучу. Вы также можете в него перевоплотиться, и, соответственно, вы можете обратить внимание, что у него есть доступ ко всем скиллам, в том числе и линку. Причем линк триггерится ровно там, где находится Зевс, а не тело Нами. Первый скилл выглядит вот так, он летит через всю арену. Также открывается сразу же после использования первого скилла возможность выйти из тела Зевса. Второй скилл работает практически через всю арену. Наносит вот такой вот удар по области, ненадолго станет противника. Ну и, соответственно, этот скилл используется для того, чтобы выйти из тела Зевса. Работает он по такому же принципу, как и, в общем-то, у обычной формы Зевса. Давайте посмотрим на ульту. Выглядит она следующим образом. Что стоит отметить? Сразу после того, как вы использовали ульту, Зевс превращается в черную грозовую тучу, и, соответственно, у вас появляется возможность сразу его использовать в полной степени. Что стоит отметить? Если вы будете использовать специальный скилл, то вы будете его использовать не от Зевса, а от непосредственно того места, где находится Нами. То есть вот отсюда. Сейчас давайте накормим Зевса. Кое-что мне не до конца понятно. Такое ощущение, будто первый скилл почему-то то срабатывает один раз, то несколько. Вы можете использовать первый скилл Зевса, когда он находится в состоянии черного грозового облака, 2 раза только при первом использовании. То есть, видите, второй раз он уже не имеет продолжения первого скилла. Давайте теперь сделаем заключительные выводы. Я скажу вкратце, мне персонаж нравится, я ему поставил 8 из 10. Мнения касательно данного персонажа, они совершенно разные. Кто-то считает, что это спам-герой, кто-то считает, что это достаточно слабенький герой. Я всегда говорю, если вы хотите крутить персонажа, то крутите его исходя из своих предпочтений в первую очередь. Если вам нравится персонаж по геймплею, и вы готовы тратить время на то, чтобы его как-то освоить, то почему бы и нет. Нами лично для меня является хорошим персонажем. Есть хорошие офенсив скиллы, у нее есть хорошие скиллы для контратаки и для защиты. Единственное, что, конечно, активация ее грозовых облаков не самая быстрая, да. Зачастую, когда ты пытаешься контратаковать или защитить себя от противника, ты просто не успеваешь эти облака триггернуть, потому что скиллы используются достаточно долго. Но, тем не менее, если, в принципе, все грамотно делать, Нами является очень сильным персонажем. То есть это в целом хороший стратегический персонаж, который оставляет много всего на арене, но при этом вот в такой ситуации я могу и не зацепить противника. Вроде бы много всего на арене, но при этом как бы для того, чтобы это все грамотно использовать, нужно понимать, где у тебя что находится и как оно работает. Эти облака, они не работают как у Нами Энис Лобби, которые взрываются при соприкосновении. То есть, понимаете, если бы они работали так, тогда бы это был другой разговор. Но в данном случае вам нужно самостоятельно триггерить кнопку для того, чтобы все это активировать. А когда вы триггерите эту кнопку, вы как бы себя подставляете для противника, поэтому аспект стратегический тут очень важен. Особо больше сказать нечего, вроде бы нюансов каких-то я не упустил. Если что-то я забыл, что-то забыл упомянуть, можете всегда написать об этом в комментариях. В целом у меня на этом все. Огромное спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.